Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич, и сегодня есть возможность поговорить о нефти и капитале с бессменным руководителем, создателем, главным редактором и далее Владимиром Владимировичем Бабулевым. День добрый. Здравствуйте. Сейчас я не знаю, почему в нашу прессу в центр внимания попало избрание Дональда Трампа президентом этих штатов. У меня такое впечатление, что Старт дал очень лаконичным комментарием Олег Дерипаска, который у себя в телеграм-канале написал «Здравствуй, баррель по 50». И вот тут началось. Все рассказывают о том, как Дональд Фредович придет и обрушит все цены исключительно для того, чтобы в очередной раз разорвать в клочья те клочья, которые остались от тех клочьев, с которых стартовал Обама, я имею в виду экономику России. Как вы думаете, эта уверенность, которую исторгает почему-то из себя и западная пресса, а теперь и наша, что чуть ли не первая задача, которую будет решать вновь избранный президент, это увеличить объемы добычи с тем, чтобы уронить цены, с тем, чтобы у России не было возможности продолжать агрессивную агрессию против всех. Против всех неагрессивных. Да, всех, кто рукопожатен и светил лицом. Есть под этим хоть какое-то обоснование? Прежде всего, Трамп, конечно, производит впечатление человека крайне непредсказуемого, непоследовательного, но впечатление безумца он не производит. То есть, да, безусловно, снижение цен на нефть хорошо для внутреннего американского рынка, потому что низкие цены на бензин – это один из тех коней, на которых он въехал в свою предвыборную кампанию, успешно на нем скакал всю дорогу. Но, собственно, с самой Америки нефть по 50, по 40 тоже не очень здорово, потому что так или иначе страна добывает много, страна экспортирует. И, соответственно, для внутреннего рынка нефть по 40 это, конечно, замечательно, а вот для внешнего рынка не очень. То есть есть две Америки. Америка, потребляющая нефть, и Америка, нефтепроизводящая. Совершенно верно. А как раз Америка, экспортирующая нефть, и это фактор довольно чувствительный, потому что, собственно говоря, когда с рынка попытались вытеснить российские баррели, их нужно было чем-то заменить. А масштабные замены у нас, если так пересчитать по пальцам, получается не так много. У нас, да, есть Саудовская Аравия, да, у нас есть Иран со своими незаконными баррелями, которые не каждый может купить. У нас есть Венесуэла, чьи баррели может позволить себе купить еще меньшее количество стран, ибо маргинальность их и подсанкционность не позволяет ими свободно оперировать. И, соответственно, у Штатов есть еще одна задача, она политическая /экономическая, сделать Европу окончательно своим придатком и потребителем своих сырьевых и несырьевых товаров, то есть фактически колонии. Своего всего чего? Что привезем, то и покупаете. Мы это очень хорошо, кстати, видели на примере СПГ. Потому что ушедший с европейского рынка российский трубопроводный газ должен был быть чем-то заменен. И Штаты в данном случае, конечно, сказали, да, вот мы готовы, да, это будет дороже, да, это будет сложнее, это будет дольше, но это молекулы свободы. С газом это отдельная история, я готов подискутировать по этому поводу. А что касается нефти, да, Америка в том числе является крупным экспортером нефти, и поэтому нефть по 40 им не очень выгодна, вот именно в этом качестве. Есть еще один важный фактор. У Америки есть противовес. Это, собственно говоря, картель ОПЕК, который категорически не заинтересован в том, чтобы нефть продавалась по 40. Да, ему тяжело, да, у ОПЕК сейчас ситуация не очень простая, они уже близки к тому, чтобы начать возвращать на рынок свою добычу, потому что так или иначе страны, которые входят в ОПЕК, им требуется какая-то поддержка для собственного бюджета, а это достигается прежде всего за счет экспорта нефти. И, соответственно, они уже думают, не поменять ли, так сказать, малое количество нефти при высокой стоимости на большее количество нефти при низкой стоимости и пополнить бюджет. Так или иначе, как мы видим, уже в третий, по-моему, раз отложили снятие ограничений на экспорт нефти, вот этих добровольных ограничений, которые взяли на себя страны ОПЕК.
Это решение опять отложили до конца года, а в ситуации, когда Америка будет действовать в соответствии с лозунгом Трампа «бури, детка, бури», вполне вероятно, что эти ограничения продлятся. Поэтому как бы вот здесь все время будет наблюдаться некое шаткое равновесие. Но, опять же, если смотреть на все это с точки зрения логики и разумности, Америке нефть по 40 тоже не очень нужна. Тем более, что больше половины нефти, добываемой на территории США, это нефть, добываемая гидроразрывом. У него тоже есть себестоимость. В свое время называли $40 за баррель, но с той поры баррель остался на месте, доллар значительно подешевел, значит, это не $40. И, я посмотрел на статистику, количество работающих буровых установок не увеличивается. Совершенно верно. То есть они работают на том, что было набурено, вот что сейчас выводят в эксплуатацию. Да, есть еще один момент, касающийся именно американской добывающей отрасли, и прежде всего сланцевой. Вот в этот момент непонятных там, телодвижений нефти вверх-вниз, там, вокруг 60 плюс-минус и так далее. Во-первых, там началась целая череда слияний и поглощений, то есть крупняк начал пожирать этих мелких фермеров, у которых там была одна-две буровых, и которые там вот как-то теплились в условиях там, $60 за баррель, а у этих крупных компаний есть акционеры. И вперед вот этого как бы ценового безвремени компании приняли решение, что они пока не будут активно вкладываться в новые запасы, новую добычу, они будут радовать акционеров. То есть средства, которые могли идти на инвестиции в новую добычу, они в основном шли на выплаты акционеров. И, соответственно, чтобы сейчас скакнуть как-то и резко увеличить добычу, понадобится серьезное финансовое влияние, а это занимает какое-то время. То есть это тоже будет не сразу. Да, потому что даже если настроение Трампа в очередной раз выйти из замечательного Парижского соглашения, отменить все эти зеленые законы, которые появились при Байдене, разрешить банкам финансирование, все равно это процесс. То есть это не произойдет мгновенно, а к тому времени, когда дело дойдет до этого, может быть, где-то у нас там текущая граница России и Украины уже будет где-то в другом месте, чем сейчас. У меня вообще складывается такое ощущение, что... И, соответственно, маневр просто не потребуется. Да, и, как мне кажется, задачи Байдена, они более прикладные, чем вот эта вот эфемерная борьба с Россией через Украину и так далее. У человека есть совершенно конкретные задачи. Сделать Америку great again, как говорится, увеличить добычу, побороться с Китаем, которого именно Китай Трамп считает своим основным, так сказать, вот стратегическим врагом, и побороться с миграцией. А то, что там на Украине происходит, Украина, по большому счету, это довольно серьезная финансовая дыра. Там в предвыборной риторике у него мелькали мысли, что те деньги, которые ушли в направлении Киева, это была бы такая замечательная стена. Совершенно верно. Она бы стала выше, ширше, толще и так далее. И пулеметы сверху. Опять же, шикалючка и то и все. Мне кажется, тоже крайне маловероятен маневр заставить своих нефтяников. Во-первых, как заставить нефтяников? Они же припомнят, кто финансировал предвыборную кампанию. Верно. А деньги были вложены немалые. Там суммы называются какие-то вообще уже астрономические, причем они там гласные, негласные, через фонды, там, в общем, как-то все это очень сложно. И, собственно говоря, хорошо, вот я президент Соединенных Штатов, я пришел к президенту ExxonMobil и говорю ему: бури, чтобы нефть стала дешевле. Подожди, чтобы мой товар, который я произвожу, подешевел, мне надо вложить сейчас деньги, чтобы продавать дешевле, чем сейчас? Да, а ты мне еще не отработал то, что я в тебя вложил во время предвыборной кампании. Мне кажется, что этот маневр маловероятен, тем более в таком темпе, как сейчас нам нагнетают обстановку, там до принесения присяги, сколько там, 2-3 месяца. Там 20 января ожидается это мероприятие. Вот почему надо сейчас нагонять какую-то волну? Сейчас нагонять, в принципе, я думаю, в немалой степени в комментариях по поводу нефть по 40, нефть по 50 очень много, так сказать, биржевой игры. Потому что, например, в сутки, когда происходило
как бы финальное голосование за Байдена, многие трейдеры сидели и жали кнопки, потому что это была потрясающая там, ночь или потрясающий день для того, чтобы что-то откупить или что-то продать. Поэтому мы знаем, что... И лучше сделать это 5 раз подряд. Да. И каждый раз с прибылью, поэтому надо было нервничать. Так что в этом действительно очень много вот такой как бы политической и, прямо скажем, биржевой игры. Я думаю, что на этом много кто успеет заработать. Хорошо, а вот ну, с Россией и Украиной понятно. Я, по-моему, многократно говорил, что операция под названием «Украина» – это мы с одной стороны смотрим, у нас пропала возможность поставлять наши энергетические ресурсы в Европу. Нефть, уголь, газ – все с большими сложностями. Но можем посмотреть с другой стороны границы. Это у Европы пропала возможность покупать российские энергетические ресурсы. Ну, в принципе, да. Причем вот тут вообще складывается интересная и парадоксальная, я бы сказал, ситуация. То есть сейчас Боррель, например, объявил о том, что готовится 15-й пакет санкций. В 15-м пакете санкций предусматривается ужесточение борьбы за соблюдение уже наложенных санкций, а также работа над тем, чтобы российский СПГ не попадал в Европу. И вот это вот, как бы, вот классическая борьба этих самых нанайских мальчиков. То есть, с одной стороны, мы боремся против того, чтобы российский СПГ попадал в Европу, а с другой стороны, так или иначе, все участники рынка прилагают максимум усилий для того, чтобы увеличить поставки российского СПГ в Европу. Я напомню, что по состоянию на сегодня Россия занимает второе место по объему поставок СПГ в Европу после США. Ну и еще раз, вот мне этот страновой раздел, Соединенные Штаты Америки, государство, ничего не поставляют в Европу, поставляют частные компании. При этом у государства США в этих частных компаниях-производителях СПГ нет ни одной акции. Поставляют частные компании. Если зайти на совершенно открытый сайт информационного агентства при Министерстве энергетики США, то можно увидеть, кто, собственно говоря, покупает СПГ. Американские компании там в этом списке в первой десятке просто отсутствуют. Больше всех покупает Total Energy, дальше Eni, Shell присутствует, англо-голландский. Кого там только нет, только не американские компании. И когда говорят, что это Америка продает, Америка ничего не продает. Америка как работала на условиях free on the board, вы купили наш СПГ, и куда вы его там дальше повезли, нас не касается, так она и работает. Работает та самая модель европейского газового рынка, которая была объявлена в 2011 году, документик вышел у Еврокомиссии, целевая модель европейского газового рынка, все на торгах. То есть претензии предъявлять некому. Это не Америка поставляет дорогой газ, это европейская компания купила СПГ, привезла, выставила его на торги. Как купили, так купили. Да, купила она его в США, потому что, ну, как бы вот, потому что. Ну, есть завод, чего ж не купить, собственно говоря. Это намного проще, чем покупать у того же Катара, потому что Катар всегда привязывает к месту доставки, да еще и на своем танкере везет. А здесь действительно законодательство Соединенных Штатов купил на национальной бирже, оплатил доставку, оплатил сжижение, если надо, оплатил хранение в криогенных емкостях, сам нашел танкер, залил, про тебя забыли. Куда ты повез этот СПГ? В Европу, в Азию, отошел на 100 миль, вылил его в океан, потому что да, мы же помним хотел вот эти мороженое истории, кильки, я заморозил. Да, мы же помним эти истории, когда газовозы по несколько раз меняли свои маршруты, потому что вот происходила ситуация, когда на азиатском рынке вдруг все дорожало, и газовоз ехал туда, а потом Европа резко повышала цены, и он ехал И туда. он посреди Индийского океана разворачивался, уходил И обратно. все равно это было выгодно. Ну, вот, поэтому европейским компаниям выгодно работать с американскими производителями. Они не ограничивают место поставки. Ты с ними рассчитываешься вот на тот момент, когда тебе в танке залили, все, дальше твои проблемы. Морозишь кильку в Атлантике, хорошо, везешь в Африку, молодец, в Австралию повез, тоже молодец, нам наплевать, куда ты повез, даже если там на Луну улетел. Им это удобно, а жалобы Европы на то, что нам стал поступать дорогой американский СПГ, ну, измените правила на вашем рынке. Кто же вам мешает? А как вы хотели? У вас в целевой модели европейского газового рынка прописано, что долгосрочные контракты – зло. Контракты с привязкой к нефтяной корзине – двойное зло. Ну, вот от всего этого отказались, вот получили. Сказать, что Соединенные Штаты на этом много заработали, да, они смогли увеличить производство,
как любой производитель, компания, владеющая заводами, стали больше платить налогов. Собственно говоря, все. Пока получается, что при любых раскладах теряет лишь Европа. Да, ну она теряет главное при таких дорогих энергоносителях, которые они сейчас получили. Она теряет свою промышленность. Она теряет промышленность. Промышленности выгодно переезжать ближе к рынкам сбыта в Китай, в Соединенные Штаты. Сколько стоит газ в Штатах, собственно говоря, столько, сколько в России. Удобно. Рынок большой. А тут, кстати, да, вы правы, как раз Америка, она прежде всего работает на внутренний рынок, потому что модель рынка формируется так, что газ на внутреннем рынке, последние, по крайней мере, несколько лет достаточно дешевый. Но если не брать несколько таких вот каких-то локальных ценовых всплесков, в целом цена российская. Да, она вполне комфортна для внутреннего рынка. А это дешевая энергия, плюс рынки сбыта. А что бы тогда Volkswagen не бросить эту Германию, не переехать со своим заводом в Штаты? Что, собственно говоря, они постепенно Что потихоньку делать. и происходит, потому что это инертно, это не собрал вещи в мешок и перебежал. Это серьезное производство, достаточно долго пересекают. Но если тот же природный газ, та же нефть используется в качестве сырья, дешевле. Если газ – это энергетический ресурс, дешевле, электроэнергия дешевле, все дешевле, рынок вод. Не надо перевозить через океан, ты уже работаешь внутри. А еще и США периодически принимают различные законодательные инициативы, которые стимулируют как раз переезд каких-то компаний на их территорию. Знаменитый закон борьба с инфляцией. С конкуренцией, с инфляцией и с прочими. Так что, еще раз, если смотреть на операцию Украина с точки зрения США, у них исчез крупный конкурент, Европейский Союз. Да. Они увеличили для себя рынок сбыта, потому что если производители товаров уехали в Америку, то для того, чтобы Европа могла что-то покупать, она будет теперь покупать у американских предприятий, которые недавно были европейскими. Так сложилось. Так что да, Европа немножко в проигрыше. Если удастся перевесить еще и обеспечение довольствия украинского режима, на Европу вообще все хорошо. Это, кстати, опять же, к вопросу о первой нашей теме, нужна ли Трампу нефть по 40. А зачем ему нефть по 40, если в Европу лучше продавать по 60? И купит, и никуда не денется особо. И хорошо. Я предлагаю не волноваться, не жить в режиме европейских трейдеров, европейских СМИ, каждый день вылавливать новости. А вы слышали, Трамп позвонил Джону Смиту, и он его назначит министром финансов. Нет, он же звонил Смиту Джону. Вы что? Не надо нам этого. Мне кажется, надо подождать, как он будет формировать эту свою команду, памятуя об ошибках прошлого периода, и не суетиться до января, по-моему, совершенно точно. Спокойно отметим Новый год, потом... Во всяком случае, пока ничего такого, из-за чего стоит суетиться, мне кажется, не происходит. Суетиться и волноваться нам нужно, по-моему, по поводу того, что происходит у нас внутри России, все остальное как-то нам... Да, это как-то поскольку ближе. Знаменитое решение, о котором нам сообщил Александр Новак, наш вице-премьер по развитию топливно-энергетического комплекса, о том, что поступило предложение, откуда поступило, он не сказал, рассмотреть возможность отмены временного частичного ограничения, сейчас я еще 100 слов скажу, в общем, вроде бы собираются разрешить экспорт 92-го бензина. Пошли такие слухи. Что будет с ценами внутри России? Весь бензин вывезут или что-нибудь останется, хоть пару ведер? Надо в гараже предусмотреть бочку и туда постепенно запасать. Во-первых, то, что я всегда говорил, не надо тешить себя иллюзиями, что топливо будет дешеветь. Оно довольно последовательно в своем движении в перспективу, поэтому, наверное, быть наивными и считать, что где-то что-то подешевеет, наверное, не стоит. Что же касается отмены запрета экспорта, то, во-первых, наверное, хорошо, что начиная с 2018 года, с момента этого первого бензинового кризиса, когда все кончилось и все подорожало, а потом кончилось, а потом... Так начинался великий налоговый маневр. Да, там, я помню... Он стартовал как раз в 18.
Вот, там подходы к снаряду там были и раньше, я помню вот эти все формулы там 40-60 там и так далее, это обсуждалось все достаточно давно. Суть в чем? То есть вот эти вот попытки как-то регулировать внутренний рынок путем как бы договориться, угрожать, а здесь попросить, а здесь опять договориться, ну, плохо это все работало. И как оказалось, единственный инструмент эффективный, плюс ко всему он есть в руках у Минэнерго, и оно может им воспользоваться, ну или во всяком случае уговорить остальные ведомства согласиться на использование этого инструмента, взять и просто запретить экспорт. Административный топор. Да, причем почему вдруг до этого инструмента руки дошли вот как бы спустя несколько лет после начала вот этих вот хаотических скачков на рынке топлива, причем все эти скачки были, как правило, вверх, вниз никто не скакал. Когда рядом, на минуточку, есть Казахстан, который совершенно без всяких нервов периодически берет и запрещает экспорт какого-нибудь топлива. То бензина, то вот как сейчас там Сугов, например. С аргументом нам самим не хватает, поэтому давайте-ка мы запретим. Вот. Почему до этого дошли только сейчас, непонятно. Я могу объяснить. Это очень легко. У нас с позднесоветского времени нефтяной отраслью управляет Министерство финансов. В позднее советское время так было, и мы эту традицию принесли сейчас. Финансисты, они очень много понимают в отрасли. Там, тяжелая нефть, легкая нефть, трудноизвлекаемая нефть, они там глубоко разбираются, им совершенно фиолетово, им главное, чтобы денег как можно больше пришло в бюджет. Когда они окончательно в своих версиях выстраивания рынка заходят в тупик, ну, самим вводить ограничения как бы нет. Они же про рынок, они же это, ну, вот, либеральная экономика и прочее, прочее. Они зовут человека из Минэнерго и говорят: слушай, мы запутались, обруби это все. А человек из Минэнерго, а потом на меня все будут пальцем показывать за то, что я антирыночный, иди. Ну, оно идет и рубит. И потом все показывают пальцем: вот Минэнерго запретила, понимаешь, экспорт, нам жить плохо. Где же рынок, а где же либеральная модель? Ну, кстати, есть, как мне кажется, предложение и для сторонников либеральной модели. Хорошо, давайте не будем запрещать экспорт. Есть же совершенно замечательный инструмент, как пошлины. Да, придумано несколько тысяч лет назад. Да, и почему бы тогда не ввести, там, например, если вам нужно, чтобы бензин не вывозили на экспорт, ну, введите на него 100% экспортную пошлину. Ну, что мешает? 200%, 300%, да. Какую угодно, какая в голову взбредет. Но у нас закончился большой налоговый маневр. У нас с 1 января 2024 года экспортная пошлина на нефть, нефтепродукты 0. Потому что мы проводили большой налоговый маневр. И сейчас, кстати, представители многих фракции в нашем парламенте говорят о том, что а как же так? А как же так? А что ж такое произошло? На всякий случай вы, господа депутаты, за большой налоговый маневр проголосовали в 2015 году. У вас было 9 лет на то, чтобы подумать, к чему он приведет. Услышать экспертов, которые с момента того, как вы проголосовали, начали говорить о том, что у нас вывезут все, если не придумать каких-то ограничений. Вы этого делать не хотели. Хотя даже президент вас об этом просил, навести порядок с налогообложением в отрасли. Вы за что голосовали? За то, что предлагал Минфин. Ну, это так, к слову. То есть у нас нет больше налогов. Может быть, нам результаты большого налогового маневра, после того, как мы посмотрели на итоги, на достигнутые высокие результаты, может отменить? Ну да, потому что получается какая-то странная ситуация. Вот как бы волевым усилием довели до конца большой налоговый маневр, но, как всегда, как и во всем том, что касается у нас налогов, там, у нас налоговый кодекс, там вот такой талмуд с огромными количествами исключений, там, как это у Хазанова, там, тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали, а вот здесь исключения, а здесь вот мы вписали ручкой, а вот здесь еще подклеена бумажка. Вот а вот там можно, звездочку да. Вы плохо видели, вот на той бумажке, которую мы от руки вписывали, она вклеена, вот там она относится к этой странице. Ну, про стабильность вот налоговой системы. Да. Демпфер, который выплачивает нефтяникам, потому что вот как бы, когда им невыгодно продавать на внутреннем рынке, они все вывозят за рубеж, нужно сделать так, чтобы они все-таки заинтересовались и что-то продавали на внутреннем рынке. Поэтому мы запретим экспорт, а еще нефтяникам заплатим за то, что они не допродали на внешнем рынке. Мы бы не были бы Министерством финансов, если бы мы платили. Мы возвращаем часть налогов. Ну, вот да. Тонкий момент. Да, То есть, да, когда нам с трибуны говорят о том, что мы заплатили нефтяникам какие-то деньги, вы им вернули часть того, что ранее собрали.
не Да. более того. Вот тут эта ключевая фраза: Минфин никому никогда не платит. Вот так и живем. То есть вот если это считать нормальным действующим рынком, то, что у нас внутри России происходит, но у меня язык не поворачивается. У нас оптовые цены на Санкт-Петербургской бирже практически никак не связаны с ценами на АЗС. Есть протокол Козыка, соглашение о том, что соглашение с вертикально интегрированными Да, компаниями, которые пока никто не отменил. его никто не отменял, но именно с вертикально интегрированными, то есть с теми нефтяниками, которые работают от скважины до бензобака, то есть вся цепочка. Остальные независимые АЗС, они в этом не участвовали, они независимые от всего этого. Была договоренность о том, что цена на АЗС не должна расти выше уровня инфляции, но для вертикально интегрированных. Они держат. Если независимые компании хотят зарабатывать и не работать в минус, они должны поднимать цены, они оказываются выше, чем на сетевых заправках. И, соответственно, да, автолюбители едут на винковские заправки, потому что зачем отдавать деньги этим оборзевшим частным Поэтому им капиталистам? приходится ронять цену обратно или сматывать шланги, потому что не выдержать. У нас, собственно говоря, я представляю себе владельцем независимой АЗС. Я купил нефть на Санкт-Петербургской бирже, довез нефтепродукты, довез, заплатил за провоз, заплатил за хранение на нефтебазе. Я хочу прибыль, мне еще зарплату всем надо платить. Я поставил цену. Приходят люди из Федеральной антимонопольной службы и спрашивают: а почему у тебя цена выше, чем на сетевых заправках? Ты что делаешь? Хорошо, нельзя. Да, действительно, есть такое, надо подравняться, тогда, глядишь, у меня будут покупать. Тогда через 2 недели приходят люди из налоговой инспекции и вежливо спрашивают: ты купил за 100, продал за 50. Причем ты это делаешь 2 месяца, ты укрываешь налоги, давай иди сюда. Самый простой способ — смотать шланги, повесить, ушла на базу, буду когда вернусь. Очень интересно, вот эти вот отчаянные, которые замотались, как говорят на рынке, они еще пытаются свои активы продавать. Причем, если раньше, продажи АЗС происходили на каких-то там профессиональных ресурсах, как-то вот в этой вот среде, то есть люди там обменивались информацией и так далее, сейчас продажи АЗС происходят даже на Авито. То есть людям некуда это пихать, и они от отчаяния выставляют это на Авито, а вдруг какой-нибудь дурак купит. Можно на АЗС табличку повешать. Продается там, Как сдам на в аренду. машинах, да, это и телефон. Если вот это называется цивилизованным рынком, я, наверное, чего-то не понимаю. Если посмотреть на торги на Санкт-Петербургской бирже, известна статистику, которую уже неоднократно приводило агентство НААНС. 92% нефтепродуктов, которые продаются у нас в России на внутреннем рынке, производят 6 компаний. При этом у нас биржевое ценообразование. То есть на бирже цена не может не идти вверх, потому что это олигополия, по-другому не бывает. Да. Как бы вы ни пытались ловить за руку, что они сговариваются, 6 человек могут даже не сговариваться. Кто-то делает первый шаг, все остальные подравнялись. Все. Даже звонить друг другу не надо, ничего не надо. Но у нас ценообразование биржевое. Биржевое ценообразование, но не для внутреннего рынка. У нас биржевое ценообразование, которое фактически осуществляют 6 компаний, а дальше у нас рынок в рознице, где цена может расти, но не выше темпов инфляции. Это вот Министерство финансов, многоуважаемое Министерство экономического развития России, не забыть добавить, вот они науправляли. Когда у них полный тупик, звонок в Министерство энергетики, топор острый, да, иди руби экспорт. Идет, рубит. Если, хорошо, вот я владелец крупного нефтеперерабатывающего завода. Я знаю, что из 100% нефтепродуктов, которые в России производятся, на внутренний рынок идет 90%, значит 10% я могу продать. Я подписал договор на 3 года, что я поставляю в Гондурас. Вот пришел человек с административным топором, отрубил у меня эту возможность. У меня были какие-то запасы, я как-то перетоптался, потом я гондурасской компании должен объяснять, что, значит, не привезу. Нету. Потом я ему говорю: знаешь, разрешили, давайте немножко вкину, а потом не буду. Может, я что не понимаю. С крупными нефтеперерабатывающими компаниями, не имеющими своей добычи, там, наверное, ситуация все-таки не настолько драматичная, потому что в основном все эти заводы, которые у нас называют самоварами,
Вот. Некоторые настолько уже переросли вот эти самоварные масштабы, что это действительно крупные предприятия. Некоторые из них даже замахиваются на производство классового топлива. Но в целом и в основном эти предприятия, они производят, ну, так называемый полупродукт. То есть это что-то, из чего потом можно делать уже классовый нефтепродукт. Это вот мазут, нафта, там, печнуха всевозможные и так далее. Вот как раз на эти продукты запрет экспорта не распространяется, поэтому ту же самую нафту они могут продавать, в принципе, совершенно беспрепятственно. Но вот как только они собираются попасть в высшую лигу, там, построить каткрекинг или ВГО и производить классовое топливо, вот тогда они все это счастье будут хлебать полной ложкой. У тебя появился план работать на внутренний рынок, тебе нужны дополнительные инвестиции для того, чтобы обеспечить качество конечного продукта в соответствии с нашими ГОСТами, так скажем. Если ты составил себе бизнес-план, обязательно включи туда все налоги. А вот как раз, что касается бизнес-плана, то тут мы и инвестиции. Мы тут как раз сейчас вспомним наш дорогой Центробанк со своей процентной ставкой. Прекрасная ставка. Охлаждение, остывание нам прописано сейчас. На всякий случай в очередной раз напомню, что Россия вообще страна северная. Вообще нам нужно модернизировать наши теплоэлектростанции, нам нужно строить новые, у нас энергодефицит наметился. В соответствии с действующим законодательством, Министерство энергетики, когда разрабатывает условия конкурсного отбора мощности, обязано предусмотреть возврат инвестиций в течение 15 лет, если модернизация в течение 10 лет. Давайте посмотрим, модернизация 10 лет. 100% вложил, через 10 лет тебе вернулись, у тебя 10% годовых. Ты разрабатываешь технический проект, ты получаешь разрешение у Ростехнадзора, возишься с какими-то землеотводами, строишь, ищешь оборудование, желательно, чтобы оно было отечественное, все это монтируешь, получаешь 10% годовых. Если ты не поленился и зашел в ближайший банк, положил деньги на депозит, у тебя там 20 с чем-то. Ты ничего не делаешь. Ребята, мы так точно остынем. Может быть, задумаемся. Но это теперь к нефтепереработке. Взять кредит по 25 годовых и остаться в прибыли. А потом еще продавать нефтепродукты на внутреннем рынке, где есть ряд ограничений. Ты не можешь их продавать дороже, чем. Интересно, а услуги банков, которые растут быстрее, чем инфляция, ограничений не надо? Там Федеральная антимонопольная служба не хочет вдоль них пройти? Нельзя? По-моему, не хочет. Не хочет. Жаль. Жаль. Ну, поэтому, да, возникает вопрос. У нас же, как мы уже 100 раз обсуждали, эпоха легкой нефти закончилась. У нас сейчас в основном разрабатываются ТРИЗы, трудноизвлекаемые запасы. Трудность их извлечения заключается в том, что это высоковязкие нефти, сложно залегающие, месторождения с высокой степенью выработки, которые требуют определенных мероприятий по поддержанию пластового давления и коэффициента извлечения нефти. Это все дорого. Это раньше было недешево, а вот это теперь сейчас, особенно в условиях текущей ситуации, невысоких цен на нефть и невозможности за недорого привлекать какие-то западные нефтесервисные компании и так далее. Вот нет таких возможностей. То есть теперь все стало дорого. И при этом ты собираешься разрабатывать какую-то новую залежь, а у тебя кредит под 21%. И цена нефти с перспективой, как мы уже обсуждали, $40. То возникает вопрос, а будешь ли ты этим заниматься, может пойти по пути действительно американских компаний, которые говорят, а мы тогда не будем ни во что вкладывать, дорогие акционеры, вот ваши деньги, а мы пока посидим, отдохнем какое-то время. Ну, закончится это тем, что мы перевыполним все обязательства по ОПЕК+, сократимся так, что дальше некуда будет. Мне кажется, что если многоуважаемое правительство не задумается о том, что все-таки нефтяной отраслью должно заниматься Министерство энергетики, раз уж мы сократили, у нас нет Министерства нефтяной промышленности, не Минфин, который рассматривает, как взять налог на добычу полезных ископаемых, исходя из результатов торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. Может быть, пора прекратить, может быть, стоит вспомнить о том, что суверенитет – это когда российская нефть на российской бирже продается за российские рубли и уходит на российских танкерах, будучи застрахованной в российской страховой компании. Может быть, вот эту модель. Котировки там еще российские. Ну и рассчитывает, разумеется, российское рейтинговое агентство, а не Fitch, Splitch и прочие аргусы.
Может быть, в эту сторону начнем двигаться? Может быть, вы вспомните, почему вы дважды получали письмо от президента о том, что необходимо навести порядок? Ну, так. Просто пожелание. Как-то мое оценочное мнение. Вот, ни на что не претендую ни в коем случае. В общем, вопрос сложный, и куда бежать непонятно, но это вот вечная коллизия, ну, собственно, она практически всю жизнь, в более тучные времена она происходила. Это какая-то вот такой философский спор между Минэнерго и Минфином. То есть Минфин хочет денег, причем желательно много, желательно сразу. И прямо сейчас. Да, а Минэнерго пытается объяснить, что, товарищи, если вот сейчас вот как это все отдать, то вот эту часть денег, которую мы рассчитывали закопать в поле, чтобы потом из этого выросло больше денег, мы тогда не сможем это сделать. Хорошо, говорит Минфин, но деньги сразу. Но деньги вперед, говорил монтер Мечников. И что характерно, Минфин ни в какие диспуты ни с какими экспертами не вступает. Он изрекает истину в конечной инстанции, с ней можно спорить, но это бесполезно. А дальше получается вот это вот хождение за три моря Афанасия Никитина, когда компании начинают ходить в Минфин и договариваться персонально для себя. А если повезет, это как бы вот структура договоренности захватывает еще какие-то там типы месторождений, еще и за другие компании о всяких налоговых вычетах, исключениях, льготах и возвратах ранее уплаченных налогов. То есть как бы у нас получается, что налоговый кодекс это не законодательный акт, а предмет для переговоров. Да, и при этом мы ждем иностранных инвесторов, которые придут, ну что иностранный инвестор хочет видеть? Он хочет понимать, какие налоги ему предстоят платить. Мы не ждем иностранных инвесторов. Ну, у нас дружественные страны есть, от чего бы Саудовская Аравия не ложится в добычу нефти в России или в нефтепереработку. Ну, кстати, да, интересный вопрос на самом деле. Любой иностранный инвестор, когда ему покажут, вот так выглядит наше налоговое законодательство, ой, оно да, больше вот толще. Вот такой список приложений и исключений. Ты пока читал, там еще новые подвезли. Как странно все это. Да. Ну, а что касается повышения из-за того, что разрешат экспорт, мне кажется, что бояться не стоит. 92-й бензин, зима, спрос явным образом упал, производим мы на 10% больше, чем потребляем, с учетом того, что топор у Министерства энергетики административный хорошо заточен и всегда под рукой, начнутся колебания, я думаю, что уже хорошо оттренированным жестом в очередной раз отрубят. Ну, слава богу, что появилась решимость это делать, потому что я помню вот эти вот заседания и встречи с нефтяниками, там, по-моему, 22-й год, 21-й, 20-й, когда нефтяникам угрожали. Вот вы уже прям в шаге от запрета экспорта. Вот если вы сейчас не увеличите объемы продаж топлива на внутреннем рынке, мы же запретим экспорт. И эти переговоры, и эти угрозы, что вот мы сейчас вот-вот, они же несколько лет длились. Вот пока не нашлась вот эта вот решительная рука, которая сказала, руби. Сколько разговаривать можно. Да, ну и что касается того, подорожает, не подорожает, с 1 января у нас увеличивается ставка акциза в пересчете на литр еще 4 рубля, поэтому рассчитывать на то, что цена пойдет вниз, не стоит. На всякий случай напомню, что оплачивая счет на заправке, вы порядка 70-72% платите непосредственно в бюджет Российской Федерации. И можно говорить разные слова про нефтяников, о том, как они строят виллы прямо у себя на яхте, на вилле яхту. Можно, но сказать спасибо надо и Минфину, потому что эти 70% это результаты его труда. Ну и давайте еще раз. Вот остается кусок в 30%. Это добыча нефти, это ее предварительная очистка, транспортировка вот на НПЗ. Восполнение добытого новыми запасами. Нет, вот просто как товар рассматриваем. Добыли, немножко очистили, доставили, переработали, доставили до нефтебазы, с нефтебаз развезли по АЗС, вот на это все 30%. Там участников этой цепочки, 4 звена видны очевидно. Добыча, переработка, хранение, еще одна транспортировка и конечная продажа. Вот они все сидят на 30% цены. Можем волевым решением заявить, что нефтяники будут получать на 10% дешевле. Мы этого не заметим на АЗС, потому что 70% останутся на месте. Причем 70% не забывают ежегодно обновляться. Федеральная антимонопольная служба на это смотрит с пониманием.
Так что не расстраивайтесь. Подорожают, но отнюдь не из-за того, что у нас нефтяники плохие, просто потому что у нас финансисты очень хорошие. То есть, с одной стороны, акцизный налог не платить, он, как известно, идет в фонд строительства новых дорог и ремонт уже имеющихся. Можно действительно, как в Казахстане, акцизный налог отменить, но тогда будут проблемы с дорогами. А для того, чтобы с дорогами проблем не было, наше многоуважаемое, высокопрофессиональное Министерство финансов придумает еще какой-нибудь налог. Они никогда на месте не стоят, пока я пытаюсь следить за их творчеством, но я не специалист, к сожалению. Вот в моем личном рейтинге первое место – это акцизный налог на жидкую сталь. Спасибо Андрею Ремовичу Белоусову за вот это изобретение. Правда, у нас сталь подорожала. Почему-то. Почему-то. Нигде в мире акцизного налога на жидкую сталь нет, у нас есть. По-моему, я понял, в чем смысл. То есть, если увеличивать акцизную составляющую, то, соответственно, у нас дороги будут становиться все лучше и лучше, а чтобы по ним не ездили и не портили их колесами, у нас растет цена на бензин, чтобы меньше ездили. Ну, логично. Ну, в общем, тут можно пофилософствовать на эту тему, трактат какой-нибудь написать. Минфин и бензин, название хорошее. Но, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, это мое оценочное мнение, я не критикую никого, я просто констатирую факты, что благодаря успешной деятельности Министерства финансов подорожание на внутреннем рынке нефтепродуктов у нас не предвидится. Вне зависимости от того, разрешен экспорт, запрещен экспорт, частично разрешен, но после этого запрещен, потом частично разрешен, но в другом месте, это все. Вы не подумайте, мы не ругаем Минфин, мы просто восхищаемся эффективностью его деятельности. Результат просто превосходен. Новые нефтеперерабатывающие заводы не строятся, новые нефтехимические заводы не строятся, потому что в среднем нам объема хватает. 10% у нас даже излишков. А неужели так страшно, если у нас будет 15% излишков, мы на 5% больше будем экспортировать, зарабатывая совершенно другие прибыли и обеспечивая самим себе другое количество рабочих мест? Тем более, что несмотря на санкции, получается ведь экспортировать. Но это, я думаю, тема уже для следующей встречи, куда мы, собственно говоря, экспортируем. Спасибо, Владимир, что нашли время. Спасибо. Всем спасибо, всем всего доброго. До свидания.